Астральный мир воспринимается человеком постоянно, но в более четкой форме во сне. Во сне душа путешествует в астрале по нашей планете или посещает тонкий мир. Но обычный человек находится на такой ступени развития, что и по окончании странствий вне тела перед ним опускают завесу, и он ничего уже почти не помнит. В сновидениях мы совершаем астральное путешествие независимо от того, осознаем мы это или нет. Астральное тело – это точный, бесплотный двойник совершенного физического тела человека. Когда мы погружаемся в сон, тело остается неподвижным, душа покидает темницу тела и, не обремененная весом и плотью, отправляется в путь. Астрал. Всем привет! Меня зовут Алена. Меня зовут Марта. И вы на канале «По ту сторону». Сегодня мы расскажем о наших мистических каких-то событиях по жизни и расскажем про астрал. Вы этим очень интересовались, поэтому мы решили заснять для вас отдельный видеоролик. На самом деле, ребята, мы как-то, наверное, упоминали, что мистических историй как таковых в нашей жизни, моей, не было. У меня было историй много, которые мне рассказывали про домового, про какие-то силуэты, которые видели, но я такого никогда не видела. Я даже никогда не... Как этот сон называется? Сонный паралич. Я даже никогда его не испытывала, не знаю, что это такое. А по поводу астрала был такой момент один раз в жизни. У меня есть хорошая подруга, которая себя позиционировала и позиционирует как ведьма. Как бы это не смешно звучало, но есть какие-то способности. Интуиция очень активно развита у человека. Просто как-то, это просто такое отступление небольшое. Мы с ней в одном отеле ночевали в России, так сказать, немножко путешествовали. И я ее случайно напугала, при этом я сушила волосы феном. Фен был хороший, качественный, новый. И такой большой, и я ее случайно напугала, и она повернулась, так посмотрела, и у меня в этот момент сломался фен. Просто он сломался. От ее взгляда, да? Да, потому что она очень сильно разозлилась, и вот все эти эмоции, они переместились на меня с этим феном в руках, и сломался фен. Это просто отступление к тому, что почему она там, один из моментов, почему она себя, так сказать, позиционирует как ведьма, но в любом случае какие-то все равно есть такие, может, сильные духовные способности у человека, эмоциональные, или как это сказать? Энергетика, да. Я ночевала у нее как-то дома, у этой девочки, а у нее дедушка на тот момент умер, наверное, как пару лет. А бабушка жива была, но бабушка на даче. Бабушка очень любила дедушку и прямо не любила бабушка в доме гостей никаких, скажем так. Но так получилось, что мне пришлось остаться у нее переночевать. И она меня положила в соседней комнате, в гостиной своей, а сама легла в своей спальне, потому что у нее в комнате там маленькая кровать одноместная, на которой мы вместе, конечно, не ляжем. И ночью во-первых, я очень сложно засыпала, не знаю, как вам это писать, но когда ты спишь, но не спишь. То есть полудрем. Когда ты вроде во сне, но твой мозг работает, и ты в принципе в любой момент можешь открыть глаза. И я в этом полусне, скажем так, чувствую такую, это не описать, наверное, никакими эмоциями, как я хочу встать, но не могу. То есть как будто я привязана к кровати. То есть я со всех сил пытаюсь встать. Но я не могу встать, меня что-то держит. Но потом каким-то образом, я все-таки встаю, смотрю на комнату, и посреди комнаты сидит мужчина в такой позе, в такой позе, он сидит в такой шапочке, как турецкой, и смотрит на меня. А я смотрю на этого мужчину, стою около кровати, я уже встала же, хоть это было и очень сложно. Смотрю на этого мужчину, и у меня такой посыл в голове, что я боюсь спать одна, мне некомфортно, пойду к подруге спать в комнату. И я прохожу мимо этого мужчины, иду в ее комнату, а потом у меня осознание такое, что куда я пошла, у нее там маленькая кровать, я не лягу нигде. И я такая, меня отпускает, мне сразу становится легче, то есть морально. Я иду обратно в кровать и засыпаю, при том, что, мое тело, оно было всегда в кровати. Я не лунатик, я не хожу по ночам, то есть это 100%. И я на утро подумала, что это сон.
ну, была полностью уверена, что это сон. Рассказала об этом подруге, а подруга говорит, что нет, ты мне полностью описала моего дедушку, при том, что дедушку я не видела, ну, то есть мне не показывали его фотографий, там, портретов или еще чего-то. Она говорит, ты описала моего дедушку, он всегда вот любил в такой позе сидеть, с трубкой, кстати, забыла в момент учесть, что он был с трубкой. Она говорит, у него была такая шапочка, вот, и он просто себя одобрил, как гостя в нашем доме. Вам не описать просто ощущение, какое было у меня на тот момент, ночью, вот именно когда выходишь из тела, и вот очень странное ощущение. То есть это не похоже на сон, это не похоже на там что-то такое, что я это осознавала. Да, это просто как-то вот как параллельный какой-то, вошла в параллельный какой-то мир, даже по ощущениям внутренним. У тебя похожее было? Нет, абсолютно. Нет? Вообще, сначала мне показалось по твоей истории, что все-таки у тебя был сонный паралич, потому что ты говорила, что ты не могла встать, как будто кто-то держал. А я потом подруге это сказала, я говорю, я вставала с ног, а никто не выходит в астрал, ну, как бы с ног. Я вставала вообще вот так прикольно. вот, да. То есть я пыталась встать не верхней частью тела, а именно нижней, поэтому мне не получалось. Вот, я все эти моменты рассказала, она говорит, ты была в астрале. Она говорит, я знаю, что это такое, я тоже выходила пару раз в астрал. Просто вот в моем доме, ну вот, как бы есть такое, что дедушка очень, ну, как бы привередливо относился к гостям, и он, так сказать, тебя вот так вот, таким образом одобрил. Вот. Поэтому после этого ты спокойно ночевала. После этого, да, я спокойно уснула и проспала нормально, и не было такого, что я вроде сплю, вроде не сплю. И потом я еще несколько раз у нее оставалась, и всегда все было хорошо. То есть вот это был единственный случай. Как сказала подруга, как она это все изучала, эти вопросы, и сама была в астрале, что это был астрал. Я, конечно, не могу говорить со 100% вероятностью, возможно, это просто был сон, но вот такой опыт у меня был. Угу. Давай теперь рассказывай ты. Ну, у меня есть небольшая предыстория, наверное. Я вот сейчас, пока ты рассказывала, я немного так задумалась, потому что я, если честно, астрал, как я выходила в астрал, я не помню каких-то определенных моментов, вот таких вот подробностей, да, но предыстория следующая. Я была просто ребенком, поэтому я могу исключить тот момент, что могла что-то забыть. То есть включить тот момент, что я могла что-то забыть. Мне было лет 12, я тогда ходила в воскресную школу, в православную церковь в своем городе, и я очень как-то прониклась вот верой, меня прям это очень, ну, как-то вот было мне близко в тот период моей жизни это все, потому что ходила я не одна, нас было много детей, вот, особенно там моих друзей, подруг из близкого окружения на тот момент. И даже одно время все думали, что я вообще не выйду никогда замуж, пойду в монашки. Вот, как бы это не знаю, можешь не вставлять это, но... Вот, ну, то есть я достаточно сильно верила в тот момент именно в Бога. Вот. И когда я легла спать, я жила вместе в комнате со своей старшей сестрой, мы стояли в кровати. У нас у каждой из нас была своя кровать, и моя кровать вот была вот прямо на этом месте, где мы сейчас, в принципе, снимаем этот ролик. И я спала. Я четко помню, что я сню, и почему-то то есть я помню, что я спала, и до последнего я была уверена, что я не выходила в астрал, что я умерла. Почему? Потому что говорят, когда душа выходит из тела, она видит свое тело сверху. То есть у меня было то же самое. То есть я не поняла, как я вышла из тела, но я была прям вот параллельно своему вот телу, вот как вот я спала. То есть я спала на спине, голова моя смотрела в потолок, да, то есть глаза закрыты, и я смотрела на себя. И потом я как-то так отлетела в угол, параллельной своей кровати. Прикольно, получается, твоя душа вышла тоже. Как будто, да. Как и будто посмотрела на тебя. Да, то есть я была уверена, что это не астрал, это как будто бы я умерла, знаете, типа как клиническая смерть, что-то такое. Как в фильмах показывают, да. Как ты смотришь на себя со стороны. Да, но потом я четко помню, что я оказалась резко в каком-то узком помещении, очень длинном, и как бы это ни казалось странным, в конце этого помещения стояла высокая белая фигура.
Я не помню, ты вставляла в видео про ангела? Я задала ангелу, вставляла? Что ты видела Бога. Что я видела Бога. То есть я, получается, я почему-то была уверена, что это стоит он. И он как-то... Мне сейчас и рассказывала мурашки. Вообще, ну, то есть я его увидела, он меня как бы не принял, и я открываю... Ну, по сути, я потом через какое-то время просто открываю глаза. Но я не знаю, как это объяснить. Ты должна была умереть, но тебе сказали, иди обратно? Да я не знаю, как... Ну, то есть, я пыталась к нему подойти, а он все дальше и дальше, ну, как бы, от меня был. То есть, не быть тебе монахиней. Это все, конечно, шуточки. Не, ну, это просто, что вот как-то вот я не смогла к нему подойти, и потом я опять оказываюсь в своей комнате, опять оказываюсь в углу, и просто я потом открываю глаза. Я, если честно, поняла, что я выходила из своего тела даже не в этот же момент, да, то есть я подумала, что тоже это какой-то сон, а потом что-то вот... Анализировала? Да, начала анализировать, как-то в один день что-то мне климануло, и я думаю, как это я могу себя видеть со стороны. И как-то вот у меня была девочка знакомая, которая занималась белой магией, интересовалась. Помнишь, я рассказывала, у меня вопрос там. И вообще она читала всякую такую литературу. И она мне тоже подсказала, что это, скорее всего, был астрал, выход в астрал, потому что ну, таких вот, ну, как бы ситуаций по жизни, ну, бывает очень мало, но это не похоже на смерть, потому что у меня, в принципе, я ребенок, у меня здоровый организм, у меня нет каких-то там смертельных заболеваний, да, почему я должна во сне умереть, как бы, да? Ну, всякое бывает. Ну, конечно, всякое бывает, но просто это, ну, как-то само собой исключаемое, ну, на мой взгляд. То есть, и даже когда я задала вопрос, почему я задала вопрос ангелу, потому что я до последнего еще сомневалась, была ли я в астрале на самом деле, но вот ангел в нашем видео подтвердил, что да, я была в астрале, да, я видела, это действительно был Бог там, да, вот, и такой был выход у меня в астрал. Ну, на самом деле, впечатления не очень приятные, вот, и вспоминать сейчас тоже не особо приятно, но как есть. То есть какой-то вывод из этого я сделать не могу, но факт остается фактом, это было в моей жизни, как-то так. А что касается мистических каких-то событий по жизни, у меня их не было. Но единственное, что это больше касаемо ощущений, не знаю почему, но мне всегда кажется, что я иногда чувствую за собой свою ушедшую бабушку. По линии папы все говорят, что я очень похожа на нее, я бабушку очень плохо помню, но мне почему-то кажется, что она всегда за мной, она меня охраняет, и иногда чувствую как будто ее поддержку. Вот, ну это такое из... Может быть, мистического. Хотя мы тоже спрашивали у ангела, стоят ли с нами наши родственники умершие, и он, по-моему, ответил да. Да, да. Насколько я помню, поэтому ничего нельзя, ребята, в этой жизни исключать. Мы ничего не можем вам говорить наверняка, мы не можем вам говорить 100%, да, что мы выходили в астрал, что 100%, что мы когда общаемся с помощью карандашей, что нам отвечают духи, но как-то это же что-то есть, и это как-то работает. То есть невероятно, но это факт. А чему уже верить, это выбираете только вы сами. Поэтому спасибо вам большое за ваше внимание. Да, за ваш просмотр. Напишите вы нам в комментарии, выходили вы в астрал, либо у вас было что-то мистическое. Нам тоже хочется узнать о вас немного побольше. И обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, поддержите нас, двух славянских девчонок. Обязательно своими сердцами. Репостните наше какое-нибудь видео у себя, мы будем вам очень благодарны. Спасибо вам большое. Пока. Пока-пока.